Он тащил собаку на толстой цепи, она была слабой, дрожащей, не в силах сопротивляться, и каждый ее шаг был полон страха. В тот момент, когда он поднял палку, чтобы ударить, Блейз встал на дыбы, поднимая свои копыта в воздух, как бы подготавливаясь к битве. Он не убегал. Он оставался на месте, стоя на защите. В высоком пустынном краю за раскрашенной горной вершиной ветер приносил тишину, которая казалась неправильной и даже жуткой. На протяжении нескольких дней Блейз испытывал недовольство и тревогу, будто чувствовал, что что-то плохое собирается произойти. Он больше не подходил к забору на рассвете, как обычно, чтобы понаблюдать за миром вне. Теперь он стоял неподвижно и уставился вдаль, в ту сторону, где когда-то ожидал своего друга Расти с отсутствием надежды, которая раньше его никогда не покидала. Расти исчез. Все думали, что старый пес просто вернулся в дикую природу, как это делают многие бездомные собаки, но Блейз знал правду, которая была скрыта от остальных. 3 ночами ранее потрепанный пикап проехал по окраинам заповедника под покровом ночи. За рулем сидел человек по имени Грант Мэлори, известный тем, что тренировал бродячих собак методами жестокости, цепями, силой и голодом. Скрытый под брезентом в кузове машины находился Расти, с кляпом во рту, связанными лапами. Его глаза потускнели от страха и бессилия, но он по-прежнему сохранял свой непокорный дух, что-то святое и непреклонное внутри него. Грант был полон решимости сломать его волю, чтобы добиться абсолютной подчиненности. Грант хотел сломать его, чтобы использовать в своих целях. У него никогда не было такой собаки, как Расти. Одной с таким духом, множеством шрамов и с душой, полным жизни и гордости. Он запер Расти в сарае за своим домом в пустыне и терпеливо ждал покорности, обстоятельно рассчитывая, что собака устала и сдастся со временем. Но Расти не сломался. Вместо этого он сохранял свою решительность и силы. Вернувшись в приют, Блейз стал беспокойным, чувствительно реагируя на все изменения вокруг. Он отказывался есть и ничего не хотел делать, лишь бесконечно выгуливался вокруг заборов, словно ища выход из ситуации. Он ржаньем звонил в ветер, призывая старого друга вернуться. Когда пришла ночь, он вновь и вновь бросался к деревянным воротам, не показывая ни малейшего намерения сдаваться, пока ворота не поддались под напором его дружеской решимости с треском. Никто не заметил, как он ушел, словно он и не существовал больше в этом мире. В одиночку он пересек сухие равнины, полные жгучего солнца и пронизывающего ветра, следуя чему-то более глубокому, чем запах или память, чему-то укорененному в его инстинктах и связи с исчезнувшим другом. К утру сотрудники нашли сломанный забор, который мог свидетельствовать о том, что кто-то покинул это тихое место. Натали Круз, потрясенная потерей и пониманием, осмотрела горизонт в поисках ответов. «Он не сбежал на свободу», – сказала она с решимостью. «Он ищет». Часы прошли, солнечные лучи пробивались все выше и выше, напоминая о времени, которое летит, даже когда сердца начинают замедляться от горя. В ржавом сарае Расти лежал на цепи, и его ребра медленно поднимались и опускались, отражая каждое его болезненное дыхание. Мухи жужжали, отвратительно кружась вокруг него, указывая на его жалкое состояние. Его силы иссякли, и он почти уже не ощущал боли, только безысходность и одиночество. Но вдруг издалека раздались удары копыт. Блейз, как появлявшийся из мечт, возникший сквозь завесу тумана, словно призрак света в этом мрачном царстве. Он один раз ржет, резко и настойчиво, вложив в это звук всю свою любовь и нежность. Расти встрепенулся. Его уши приоткрылись, но дойти до свободы он не мог, и Лейс не раздумывал ни секунды. Он выбил двери сарая с петель одним мощным ударом и быстро подошел к Расти, подталкивая цепь носом. Он потянул один раз, второй, пока тело Расти, ни разу не смущаясь, не сдвинулось вперед, вяло, лишь слегка двигаясь, словно призрак.
Вдруг двери сарая распахнулись с грохотом. Грант выскочил наружу, его ярость переполняла его. Видимо, он думал, что сможет навести страх на Блейза, и в глазах его горело пламя. «Что, черт возьми, ты думаешь, что ты делаешь?» Прорычал он, дергая другой конец цепи, не обращая внимания на страдания, которые причиняет Расти. «Расти!» – залаял от боли, а его лапы беспомощно скребли по земле, словно пытаясь выбраться из этого ада. В одной руке Грант держал короткую тяжелую палку, поднятую высоко, готовую ударить и нанести повреждения. Именно в этот момент Блейз встал на дыбы. Его передние ноги взметнулись в воздух, копыта хлопали, и пыль взрывала под ним, словно выходя наружу из-под его копыт. Он встал между человеком и собакой, и его мускулы были напряжены, словно свернутый стальной прут, готовый к тому, чтобы защищать и сражаться. Грант замер, его ярость, казалось, улетучивалась с каждой секундой. На секунду все, что двигалось вокруг, это ветер, который внезапно встал и стих, словно мир сам замер в ожидании решения. Затем раздался рев двигателя. Пикап скользнул в остановку, еще больше перечисляя удар по всей ситуации. Наталья и Джейк, мгновенно среагировав, выпрыгнули наружу с полным намерением защитить Расти. Наталья уже подняла телефон, направив его на происходящее. Она не кричала, не смеялась, не привлекала внимания, просто тихо снимала, фиксируя этот важный момент. Палка так и не упала, давление на напряженные плечи Блейза нарастало. Вскоре прибыли власти, и все собравшиеся вокруг наполнялись надеждой, превращая этот момент в новую возможность. Вернувшись в центр спасения, где все было на своих местах, Расти и Блейз были правильно воссоединены. Не как жертвы, а как выжившие, похожие на братьев, которые были разлучены, но смогли снова встретиться. Их вольеры были восстановлены бок о бок, и теперь они могли наблюдать друг за другом с большими надеждами на лучшую жизнь впереди. Расти больше не смотрел с гребня, он лежал рядом плечом к плечу, сквозь забор, чутко слушая звуки рядом. Посетители приходили за историей о собаке, которая когда-то спасла умирающего жеребца, и о жеребце, который пересек пустыню, чтобы спасти ее обратно. Та чувство братства и взаимопомощи, что связывало их. Потому что иногда самые неразрывные узы, которые никогда не подготовлены, рождаются в молчании, запечатываются в страданиях и подтверждаются не словами, а действиями. Иногда те, кого мы спасаем, возвращаются к нам. Не потому, что они нам что-то должны, а потому, что они помнят, каково это быть добрым, и выбирают отдать эту доброту, независимо от ценностей и рисков, которые для этого могут возникнуть. Выбор доброты и гуманности зачастую оказывается более весомым, чем любая доблесть. И каждый герой, несмотря на собственные травмы, может стать светом в темном мире, даже если его собственное сердце распахнуто от страха.